Сложно представить более насущную сейчас тему, чем топливный кризис в России. Для начала определимся с термином. Бессмысленно обсуждать, есть ли в России дефицит топлива. Дефицит определяется не причиной его возникновения, будь то снижение производства, проблемы с логистикой, исчерпание остатков в хранилищах или просто, как пытается рассказать нам пропаганда, потребительская паника. Дефицит – это не совокупность причин, это состояние. Превышение спроса над предложением. Если вы не можете свободно купить топливо, если введены лимиты, если стоят очереди, значит дефицит есть. Происходящее сейчас в Москве и вообще в половине страны – это фактический дефицит. В Крыму же, после того, как ВСУ разнесли нефтебазы и атаковали паромы, уже введен режим чрезвычайной ситуации. Очень редкий для нашей вертикали случай, когда власти называют вещи своими именами. Говоря о перспективах развития кризиса, прогнозируя, что может быть через неделю или через месяц, надо поговорить о главном факторе. О том, как политическое руководство России в лице Владимира Путина на этот кризис реагирует. Насколько серьезно его воспринимает. Не губернаторы, не Дмитрий Песков, не министры, а сам прям Путин. Сегодня мы этому разговору и посвятим выпуск. Что за последнее время происходило и что Путин по этому поводу говорил. Перед тем, как начнем, напомню, по ссылке в описании доступен наш гайд «Как обойти блокировки интернета». Там есть, например, наша подборка альтернативных Телеграму и WhatsApp видеомессенджеров, чтобы вы могли быть на связи с близкими, если они не могут подключить VPN. Не стоит забывать простую, но ключевую для нашего режима истину. Принятие решений зациклено на одном человеке. Мы могли сомневаться в этом до 24 февраля 2022 года. Но в тот день мы увидели систему, которую просто поставили перед фактом. Ни правительство, ни руководство Центробанка, ни олигархи, ни аппарат пропаганды, ни уж тем более губернаторы, никто не был допущен к выработке решения о нападении на Украину. Их даже не удосужились в известность поставить, хотя бы за пару недель. Яхты и частные самолеты стояли готовые к аресту в портах и на перронах. Активы Центрального банка лежали готовенькими на европейских счетах. Пропаганда от происходящего настолько растерялась, настолько долго и неудачно себя настраивала на военные рельсы, что в образовавшемся информационном вакууме возник феномен Z-каналов. Блокировки интернет-платформ, закрытие «Эхо Москвы», законы о фейках и дискредитации. Все активное закручивание гаек производилось в спешке и буквально с колес, с плохо скрываемой паникой. Армия, за вычетом разве что высшего командного состава, не предполагала, что придется воевать. Все имели в виду вернуться с учений домой. Никто не думал, что техника с пустыми баками и недоукомплектовка десанта станут причиной катастрофы. В феврале 22-го мы узнали, вся многоступенчатая российская бюрократия от Госдумы и правительства до муниципальной администрации заточена на выполнение спущенных в готовом виде распоряжений, которые полностью созревали в одной начальственной голове. В этом и заключается главная проблема. Если голова эта отрывается от реальности, если самоустраняется от принятия решений, то полномочия не съезжают куда-то вниз, вправо или влево по пирамиде. Нет, решения просто не принимаются. Если Путин самоустраняется от топливного кризиса, то никто другой не возьмется с кризисом как-то разбираться. В нормальной федеративной системе, где губернаторы распоряжаются своим бюджетом и самостоятельно принимают решения, каждый из них мог бы искать свой выход из положения. Договориться о поставках топлива из других регионов, например. Или закупить за границей. Или сторговаться с нефтяными компаниями о приоритетных поставках в обмен на какие-то политические и экономические бонусы. В нашей же системе максимум, на что способен губернатор, ввести официальные нормативы по отпуску топлива. А это мертвому припарке. В условиях дефицита лимиты сами с собой введутся. Их заправки установят. С решением губернатора или без него. Но даже не в этом суть. В условиях, когда Украина продолжает системно бить по топливной инфраструктуре, любые маневры с лимитами, с экстренными поставками, с переброской топлива из региона в регион, с закупкой его за границей – это вообще не решение проблемы. Это лишь ее откладывание и локализация. Настоящим решением проблемы было бы заключение с Украиной воздушного перемирия и прекращение взаимных обстрелов. Потому что абсолютно не важно, что вы там нашли, где купили, сколько запасли, если завтра в нефтебазу опять прилетит дрон и за секунду отменит все ваши усилия.
Что-то решать с поставками топлива имеет смысл после того, как ежедневные разрушения хотя бы приостановятся. Никто ведь не занимается ремонтом во время пожара. Сначала тушат огонь, а потом уже соображают, что делать с последствиями. А кто в нашем случае может огонь этот потушить? Дмитриев, что ли, Ушаков, или Мединский, или Лавров? Все, кто типа представляют Россию на переговорах, кто типа должен о чем-то договариваться с Украиной, со Штатами, с Европой. Ну нет, это же совершенно бессмысленные персонажи. У них нет полномочий, они не могут ни о чем договориться. От их попыток ублажать Дональда Трампа ВСУ по России бить не перестанут. А других функций Путин своим переговорщикам не делегировал. Единственный человек, который может потушить пожар, договорившись с Владимиром Зеленским, это сам Путин. Именно поэтому настолько важно, находится ли Путин в контуре управления страной. Ведь если он самоустранился, то ни у формальных институтов государства, ни у назначенных на отдельные задачи бессмысленных людей не найдется достаточно власти, чтобы справиться с проблемами. Нынешние проблемы России не может решить ни время, ни удача, ни сам Господь Бог. Их может решить только тот, кто замкнул на себя все решения. Сейчас вот давайте сопоставим, что происходило на самом деле с тем, что Путин реально говорил. Вот посмотрим его цитаты и поглядим на это. Сначала только небольшая реклама VPN. Посмотрите, пожалуйста. За год скачивание приложений VPN-сервисов выросло аж в 14 раз. Каждый месяц миллионы людей устанавливают себе средства обхода блокировок, а посещаемость платформ, которые работу VPN блокируют, снижается заметно. Но ограничения становятся все более продвинутыми и, кроме того, отличаются в зависимости от регионов и операторов. Поэтому сегодня важно иметь подписку на такой VPN-сервис, который умеет противостоять разным типам блокировок, а лучше иметь в своем арсенале хотя бы 2 таких. Пока атакуют один, другой будет нормально функционировать. Например, поставьте себе Blank VPN. Он уже 8 лет работает на российском рынке. Мало какой VPN может таким похвастаться. И за эти 8 лет Blank VPN наработал огромный опыт борьбы с интернет-цензурой. Один клик в приложении, и вам станут доступны как привычные сервисы, так и большинство российских приложений, без необходимости отключать VPN. У Blank VPN доступно раздельное туннелирование. Есть 50 локаций по всему миру, скорость до 10 гигабит в секунду. Заботливая поддержка, приложения для iOS, macOS и Android, отсутствуют логи и журналы данных. А еще действует полный безлимит на трафик и количество устройств. Сможете подключить к подписке и маму, и папу, и бабушку, чтобы не покупать VPN каждому отдельно. У сервиса также есть безрисковый период в 30 дней. Вы можете за это время проверить, как он работает, и если вас не устроит, вернуть деньги. А проверить вы можете прямо сейчас, пока идет акция. По промокоду КАЦ действует скидка до 66%. Переходите по ссылке в описании или по этому QR-коду. К ним уже применен промокод. Спасибо, что смотрите рекламу. Продолжаем. Сейчас сопоставим то, что происходило на самом деле, с тем, что говорил Путин. Так можно понять, насколько вообще он осознает, что проблемы тяжелые и нарастающие. Что сейчас неподходящий момент для рассуждений, мол, Россия способна воевать 20 лет, и ей все нипочем. Что прямо сейчас надо что-то делать. Тут нужно сверить часы. Массированные удары по России – реальность с начала 26 года. Весной атаки ВСУ по нефтяной инфраструктуре стали очень последовательными и все более дальнобойными. В апреле был разбит нефтяной терминал в Туапсе, на город пролились нефтяные дожди. К концу месяца из-за украинских ударов случилась экологическая катастрофа уже в Перми. Разговоры о нефтяном кризисе начались на рубеже мая-июня. То есть это не какая-то внезапная неприятность. Любому человеку, который новости открывал в последние пару месяцев, было очевидно, что закончится это чем-то дурным. Никакая инфраструктура не рассчитана на то, чтобы гореть каждый день. 22 мая, уже после того, как случился рекордный на тот момент прилет по Москве, спустя месяц с нефтяных дождей в Туапсе, Путин встречается с выпускниками программы «Время героев», с участниками войны и рассуждает только о проблемах ВСУ. Постоянные провалы на фронте, сдача позиций, населенных пунктов, территорий. Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую. Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают, но не могут утерпеть просто.
не могут утерпеть. Не насильственная мобилизация, когда людей, как собак бродячих, вылавливают на улицах, а потом бросают на фронт. В этой связи катастрофически для противника растет и дезертирство. Оно приобретает масштабный характер. В своем пространном рассуждении Путин ни разу не упоминает атаки по России, которые обрели вполне системный характер и понятно, на что нацелены. Ну, конкретно в этом случае можно предположить, выступая на фоне горящей уже страны, Путин обращался же все-таки к военным. Было бы странно, если бы он сказал все как есть. Пока вы там хороводы водите вокруг малой Токмачки, у меня тут нефтяных заводов не останется. Но дальше происходит обычное внешнеполитическое мероприятие. Государственный визит в Казахстан и пресс-конференция по его итогам. Дата 30 мая. Предыдущей ночью ВСУ атаковали нефтебазы в Таганроге, Армавире и Феодосии. Топливная блокада Крыма таким образом уже началась. Путин снова говорит только о войне, оценивая ее в высшей степени оптимистично. Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день. Это не встреча с военными, это глава государства находится в гостях за границей. Вполне логично хоть что-то сказать о состоянии собственной страны. Конечно, если он в курсе реальных масштабов происходящего, и если он вообще его хоть как-то волнует что-то за пределами фронтов в Донецкой и Запорожской области. В начале июня кризис топлива уже имеется, по крайней мере в Крыму уж точно. Вась, быстрее съебывай. Мидл-страйки по логистике, уничтожение бензовозов и одновременно разрушение инфраструктуры внутри России приносят результаты. 4 июня реализация топлива в Крыму уже ограничена, очереди на заправках уже стоят. Но на встрече с журналистами Путин говорит о своем любимом детище – ракете «Орешник». Пространно объясняет, почему удар за ударом эта ракета вместо демонстрации суперточности поражает то поле, то сарай, то гараж. По версии Путина, ровно так оно и задумано. Это учения такие. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все, куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении орешника по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки. 5 июня Путин выступает на Петербургском экономическом форуме. На форуме, который начался с ударов ВСУ по нефтяному терминалу в Питере. Да так, что дым от пожара наблюдали все гости. Путин говорит о новых методах ведения войны. Сам прилет не упоминает, но намекает, мол, соответствующая работа уже ведется. На этом можно и нужно реагировать. Мы должны укреплять, как я вчера говорил на встрече с главами информационных агентств, укреплять нашу систему ПВО и сделать все для того, чтобы обезопасить территорию Российской Федерации. В этом направлении мы и работаем. Но это же низколетящие и медленно летящие цели. Правда, появляются уже и беспилотники с реактивными двигателями, но и это на средства ведения вооруженной борьбы в принципе купируется. 23 июня Путин выступает на заседании правительства. В это время топливный кризис уже не только в Крыму, но и в Центральной России. Уже взорван и приостановил работу московский НПЗ, а в течение месяца до него повреждены два других – Рязанский и Кстовский, которые тоже отвечают за снабжение столичного региона. Уже авиакомпания «Азимут» бьет тревогу. С топливным обеспечением совсем все плохо. Уже минимум в 2 десятках российских регионов официально введены лимиты на отпуск топлива. В Москве длинные очереди на заправках. Ситуация еще не критическая, но очевидно, что к критической стремительно приближается. Хоть ты 100 раз отрицай дефицит на официальном уровне, но дефицит этот уже складывается по вполне рыночным причинам. Тут проблема у вас с обоих концов. Во-первых, шок со стороны предложения. Ведь выбиваются производственные и складские мощности, что не может пройти незамеченным.
НПЗ, которые остановили работу после атак и сгоревшие нефтебазы, все они существовали внутри рынка. Они не производили какого-то лишнего топлива, которое просто заливали в хранилище. Нет, оно отправлялось к потребителю. Уже к 23 июня, понятно, шок со стороны предложения создает острый дефицит. Но, во-вторых, у вас есть и шок со стороны спроса. Сколько ни говори халва, во рту слаще не станет. Сколько людям устами Дмитрия Пескова и губернаторов не рассказывай, дескать, ситуация под полным контролем и причин для паники никаких нет. Дураков на землю русскую завезли не так много. Люди понимают, что бензин не в теплицах выращивают. Если сегодня сгорели 10% НПЗ в стране, то завтра с топливом станет совсем плохо. Конечно, люди будут вставать в очереди, будут заливать по горлышко, запасать канистры. Топливо не морепродукты, оно не портится. В гараже или на даче лишние 100 литров жрать не просят. Лучше оказаться дураком и паникером, у которого на всякий случай запасик имеется, чем самым умным и спокойным, который потом до работы не доедет. И вот, 23 июня, когда ситуация, если не чрезвычайная, то вот-вот ею станет, Путин говорит правительству вот это. Мы знаем и видим, что киевский режим, по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре. Конечно, прежде всего, задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий. Что-то происходит, конечно, но это сугубо техническая неприятность, которая блекнет на фоне решительного продвижения российских войск по всей линии фронта. Это не чрезвычайная ситуация, в которой необходимо принимать политические меры и решения. Это проблема правительства. Зампредседателя правительства Новак и вице-премьер Хуснуллин должны каким-то сугубо административным образом все поправить. Устранить те негативные последствия, которыми агонизирующий киевский режим портит всем настроение, вместо того, чтобы наконец-то сдаться. Позиция Путина, как мы видим, совершенно прозрачна. Он знает и об ударах, и о последствиях, к которым они приводят. Но не считает это своей проблемой. Для него это незначительные раздражающие новости. Система должна с этим разобраться. Каким в точности образом, это проблема индейцев из правительства, которые шерифа из Кремля мало волнует. Единственный человек, способный фундаментально решить проблему, не считает, что происходит какой-то кризис, что в стране критическая ситуация, требующая экстренных мер. Хотя бы в форме временного воздушного перемирия с Украиной. Нет, он хочет, чтобы система перестала приносить ему плохие новости. Она должна найти, раздобыть, родить, погасить панику, сделать что-то, на что, по мнению Путина, ресурсов у нее вполне хватит. Ведь ресурсы его системы бесконечны. То, что развивается на наших глазах, это и есть ответ на вопрос, подтолкнут ли политические, экономические, фронтовые проблемы, блокада самого Крыма, сподвигнет ли это все Путина к переговорам или к какой-то приостановке войны? Не сподвигнет. Он полностью изолировался от реального мира. Горящие НПЗ и отсутствие топлива на заправках – это все какие-то проблемы мелких людей, которые только и могут что ныть о своих мелких бедах. Путин же занят высокой геополитикой. Он перекраивает мир. А остальная система настолько лишена субъектности и полномочий, настолько запугана, что не только не может выработать самостоятельное решение, но не может даже попытаться на Путина повлиять. Силуанов со своим бюджетом, Набиуллина со своими катастрофическими прогнозами, губернаторы и министры, которые оказались в эпицентре кризиса. Их функции сведены к тому, чтобы выслушивать поручения и покорно кивать гривой. Кивать гривой, когда они понимают, что выхода нет, что нельзя собрать бюджет, продолжая войну. Нельзя предотвратить катастрофу на топливном рынке без воздушного перемирия с Украиной. Из кризиса не может быть выхода, когда единственный человек, способный принять соответствующее решение, работает в режиме односторонней связи. Когда поручения людям без ресурсов и полномочий он раздает, но никакие сигналы от них не воспринимает. Потому что с его точки зрения все эти министры и губернаторы не имеют права своим нытьем влиять на высшую волю.
Не по чину им что-то там сдвигать, как-то нарушать начальственные планы. Все они просто высокопоставленные референты, чье дело находить ресурсы, рожать топливо и деньги, а каким образом – не императорского уровня вопрос. А если что, этих посадить можно и других найти. До завтра.